вечер, Виктор Яковлевич. Здрасте. Будут сегодня вопросы и про нынешнее Евровидение, и про предыдущий ваш опыт. Начнем, разумеется, с вашей поездки будущей в Стокгольм. Уже совсем немало времени осталось. Подскажите, будете ли вы в Стокгольме все 2 недели рядом с Айваном? Ну, по возможности постараюсь быть максимальное количество времени, потому что по ситуации я посмотрю, как все будет идти. Помимо постановочных задач мне нужно решать музыкальные. Мы будем репетировать с бэк-вокалом. Бэк-вокалисты у нас будут из Швеции, поэтому у нас есть над чем работать там. Так что буду максимально рядом. Про бэк-вокал еще спрошу чуть попозже. По поводу 2 недель. Будут ли какие-то специальные промо-вечеринки? Планирует ли Беларусь что-нибудь организовать в Стокгольме? Я не знаю, я считаю это лишнее. Я считаю, что надо тратить силы не на вечеринки, а на подготовку непосредственно к самому выступлению. Ничего против вечеринок, просто я считаю, что вот как раз лично для меня это тот случай, когда делаю время по тихий час. Хорошо, тогда небольшой вопрос про волков. Всем запомнилось появление Айвана с волчицей на препате Евровидения в Москве. Будет ли что-то подобное на церемонии открытия у Стокгольмской ратуши? Вы знаете, я пока еще не знаю, насколько шведы благосклонно будут относиться к волчице, но мне бы хотелось что-нибудь такое экстравагантное устроить. Я уже считаю, если Айван заявил себя как человек, не боящийся ничего, в том числе волков, он должен и продолжать как-то так. Ну и, собственно, про волков в номере. У меня есть цитата от Европейского вещательного союза. Я понимаю, что вам это надоело, но все же. Живые животные на сцене категорически запрещены, и в номере Беларуси их не будет. Нагота допустима только в тех пределах, что не влекут плохую репутацию на организацию конкурса Евровидения, являющегося семейным шоу. Да и никаких заявок на волков и описания костюмов мы пока от Беларуси не получали. Можете ли прокомментировать? Значит, первое по поводу наготы. Я понимаю, что организаторы Евровидения действительно берегут свою репутацию, да, и я в том числе занимаюсь тем же самым, потому что и репутация страны Беларусь, и репутация моя личная и Айвана, она для меня также важна, потому что, к примеру, я тоже понимаю, что это семейное шоу, и его будут смотреть мои маленькие дети и дети всего мира. Поэтому я не хочу, чтобы о нас подумали, что мы какие-то люди, которые допускаем какие-то совсем бесчинства на сцене. Поэтому все будет красиво. Нагота будет, но она будет красивая. Я еще раз говорю, что ни у кого не возникает мысли на роденовского мыслителя натянуть джинсы. Он без них выглядит красиво, и дети им любуются, и ничего страшного. А волчица будет на сцене. Недолго, но будет. Разрешили? Я вам говорю, что будет. В каком виде, это уже не так важно. А сами думаете, да. Хорошо. Наверняка... Это, знаете, как, это то же самое, что готовится посмотреть интересный фильм, не возникает у человека, даже если возникает мысль, интересно, чем все это закончится, я думаю, что нет смысла в начале фильма рассказать конец, поэтому вот мы кое-что все-таки оставим на само шоу. Но наша работа журналистов и заключается в том, чтобы выведать максимально. Согласен. Поэтому, мне кажется, и вы свою задачу выполнили, и я. Стараемся. Разумеется, в номере будут другие участники, помимо волков. Это будут, скорее всего, бэк-вокалисты. В прошлые годы участников из Беларуси критиковали, например, за то, что бэк-вокалисты номера оставались за сценой. Будет ли это в этом году так? И какие идеи по поводу участников номера? Вы знаете, не могу вывести на сцену, сразу скажу, бэк-вокалистов. Во-первых, они не знакомы с волком, может все плохо закончиться. Во-вторых, хочу сконцентрировать внимание людей. Это же вопрос фокусировки. Хочу, чтобы все были сосредоточены непосредственно на Айване. Это вот мой взгляд личный. Я не претендую на роль какого-то великого, или даже не великого, а просто режиссера. Но мне кажется, что главное здесь Айван, все должно работать на него. Бэк-вокалисты должны старательно и очень четко
исполнять свои обязанности, то есть петь. Будут помогать за сценой. Ну, где-то сбоку, я думаю. Представители Белтелерадиокомпании уверяют, что номер Айвана будет высокотехнологичным. Ну, вы знаете, я не знаю, что называть высокотехнологичным, но то, что он будет интересный и красивый, во всяком случае, я пытаюсь все сделать для этого. Единственное, что в отличие от музыки, это не в моих руках. Это в руках людей, которым я доверился. А кто это? Я даже не знаю точно, как их назвать сейчас. Это не то, что я не хочу их пиарить, я не знаю, потому что Света, Коля, Вася, Юра — это не реклама, а вот как называется компания, их я не знаю. Я знаю, что они очень талантливые люди, они очень много работают, но где-то отчасти они выполняют мои пожелания. Как они это сделают, будет ясно ближе к самому началу, потому что они очень сильно заняты этим, и, как оказалось, это очень трудоемкий процесс. Уже работали с ними ранее или это первый? Нет, никогда, потому что никогда не доходила у меня до этого мысль. Несмотря на активный пиар, множество публикаций в прессе, на данный момент эксперты достаточно скептически оценивают шансы Эйвана на какие-то высокие позиции. Вы же понимаете, что ответственность на вас прежде всего. Какие прогнозы ваши лично? Чего бы вы хотели? Ну, во-первых, я хотел сказать о судьи кто. Я понимаю, согласен. Ну, нет, скорее это вы ориентируетесь на... Но это же все-таки телевизионный конкурс, и все-таки для публики Да. понятно, что голоса присуждают и жюри. А вот я хочу сказать, что для меня будет очень важно мнение людей после репетиции, когда они увидят номер. Потому что сейчас они опирались на то, что видели в Беларуси, или его просто выход на этом. И я понимаю, что это было, наверное, не самое лучшее выступление, и ничего особенно общего оно не будет иметь с ним. Поэтому я спокоен в этом отношении. Я спокоен, и я не знаю, почему бабушки у меня бурановские почти победили, чуть-чуть им не хватило. Жалко, Ларин была очень сильная. И если бы не Ларин, то, я думаю, они бы точно выиграли. У меня был вопрос про бурановских бабушек как раз, и чего им не хватило для того, чтобы победить. Наверное... Им не хватило только того, что в этом году была очень сильная певица Ларин с очень сильной песней. Она сама по себе очень глубокая девчонка, и был очень сильный номер. И когда я увидел ее, я понял, что они будут вторые. Но и опять же, я это увидел уже на репетициях. Я понял, что за номер, я понял, что у нас за номер. И вот почему заняла Подольская 15 место, я тоже понимаю. Вот у меня вопрос как раз и по поводу вашего исторического участия в конкурсе и про Наташу Подольскую. Это был первый опыт участия в конкурсе, ваш тогда тоже как продюсера. И какие выводы тогда у вас получилось извлечь, то, чем пользуетесь сейчас при продюсировании? Вывод простой. Если ты собрался сделать что-то яркое, что-то вызывающее, а не просто что-то такое вот красивое, попсовое, то нужно идти до конца. Я был достаточно молодой продюсер. И идея моя была песни Nobody Hurt No One вызвана тем, что в то время произошли какие-то страшные истории в Америке, когда там дети расстреляли друг друга, там человек много погибло. И, собственно, текст Nobody Hurt No One. She didn't wanna go to school, didn't wanna face Nobody Hurt No One. Своего рода призыв. Она чем-то напоминала мне Born in the USA, I was born. Такая вот призывная. Поэтому мы должны были создать настроение номером. Она должна была петь соответствующе. Она должна была выйти, ну, как минимум, босиком в рваных джинсах, чтобы люди поняли, о чем. А так как язык английский все равно не у всех родной, мы не то что не донесли информацию, а мы на достаточно попсовом конкурсе, особенно в те годы это было так. Ну, Лорди не считаю, это другая история, и понятно, чем они взяли. Но надо было уже добивать всех, надо было... У меня была идея, что она выходит и держит большую куклу за волосы, таскает ее. Своего рода а-ля Алис Купер должно было быть. В конце она отрывает ей голову и выкидывает ее в зал. Ну, что-то такое должно было быть. А тогда это произвело бы впечатление, люди, даже не понимая текста, наверное, поняли, что здесь что-то не так, и что-то это такое вот, что-то, ну, что-то было бы сильное. Потому что все равно
что вот девушка бородатая из Австрии, что бабушки бурановские, что любые победители, они каким-то образом вызывают эмоции. Эмоции даже не обязательно положительные, противоречивые, но не просто так это все. Вот не бывает просто человек спел красиво ноту си. Во-первых, не каждый человек в Европе знает, что это нота си. И почти всем наплевать, высоко это или низко. И в основном все ловят что? Эмоции. Повеселились, погрустили, послушали, посмотрели на красивого человека. То есть всякое разное. У нас не получилось ни того, ни другого, ни третьего. Она одела лабутены, вышла в каком-то непонятном платьице с железячками. И вот так пританцовывая, вот так вот спела «Nobody hurt no one». Никто не понял, про что это, о чем это. Там не было ни месседжа, никакого посыла. Хорошая песня или плохая? Наверное, средняя. Но мы не создали никакого образа. И заслуженно получили плохое место. С колдуном более-менее все понятно. Там. Вот тоже это самый лучший результат Беларуси в истории конкурса. Да. И в тот момент вы делали этот номер, работу вместе с Филиппом Бедросовичем Киркоровым, который в этом году, собственно, занимается номером России, везет на Евровидение в Стокгольм Сергея Лазарева. Да, Филипп Бедросович, он поклонник, для меня он один из организаторов, не знаю, может, не официальных, а моральных. Он действительно человек Евровидения. Несет культ Евровидения в нашей стране уж однозначно. Он знает, что это такое, он знает это глубоко. Он этот вопрос проработал и молодец. И помог колдуну во многом, поставил номер. Я помню, мы летали в Грецию, записывали его. Потом он бегал, придумывал с греками этот номер, где кто-то лазил по стенке. Но в целом колдун получил хорошее место. Он просто не раскрепостился. Вот это была у меня проблема с фабрики. Глазки домиком и немножко отсутствующее лицо помешало ему подняться выше. Надеюсь, в Стокгольме все сложится удачнее. Большое спасибо за интервью.